Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости вышли, как они повлияют на движение с утра и в течение дня. И посмотрим технический анализ графиков, какие на сегодня есть интересные идеи. Так, ну что касается календаря событий, на сегодня день очень спокойный, обещает быть очень спокойный, но, как правило, в такие спокойные дни что-то и начинает происходить не то. То, что касается России, на сегодня данные по операционной деятельности Норильского никеля и совет директоров Ростелекома. Ну и касательно всей этой истории с санкциями возник какой-то сущий ад. Чехия обвиняет в определенных неблаговидных действиях, и сейчас началась эпопея развития конфликта теперь и с Чехией. Но здесь примечательно то, что Чехия, Венгрия, вот эти две страны, они фактически форпост российской политики в Европе. Соответственно, Венгрию уже постепенно вывели, сейчас выводят Чехию. Сокращают количество агентов влияния. В последнее время мы столкнулись с вами с тем, что идет, фактически, можно сказать, безоткатный рост цен на нефть. Кто-то там гадал, что это связано с тем, что нефтяные спекулянты начали набирать позицию, кто-то с тем, что грядут какие-то очередные неблаговидные договоренности в плане сокращения, скрытой сокращения добычи стороны ОПЕК. Но здесь ситуация оказалась достаточно простая, вырос спрос на нефть. Почему он вырос? Почему никто изначально не предполагал, что такой сценарий будет развиваться? Ну, все очень просто. Как только завершились локдауны, да, сейчас в Европе в отдельных странах локдауны продолжаются, но в целом, в общем-то, мир, он вышел из этого состояния ковидного оцепенения, и сразу, как только это оцепенение спало, массовые локдауны прошли, возник спрос на бензин. Почему? Ну, потому что люди стали больше ездить. А значительная доля потребления нефти — это как раз то, что связано с бензином, дизелем, с автомобильным топливом. Во-первых, мир, как ни крути, вышел из ковидной спячки, это раз. И во-вторых, в северном полушарии грядет летний период, когда очень активно все перемещаются. И на фоне вот этих факторов, а также на фоне того, что обещают очень мощный ураганный сезон в Соединенных Штатах осенью, мы и наблюдаем и имеем рост цен на нефть. Соответственно, тут, конечно, могут быть коррекционные откаты, но с учетом того, что возник фактор спроса, наиболее вероятно, что эти откаты на текущий момент их будут выкупать. И нефть будет либо в боковике, либо продолжит восхождение. Опять же, если не появится черный лебедь в виде какого-то дефолта крупного хедж-фонда, банка или, допустим, значительного потребления нефти в Китае, Индии из-за охлаждения, восстановления экономик. Причины, конечно, могут быть разные. В Индии это бушующий ковид, в Китае это масса внутренних экономических проблем, в частности, возможность банковского кризиса, потому что система кредитования выстроена там весьма диковинным образом. Так, ну вот у нас новый фактор возврата Ирана на рынок нефти появляется. Есть мнение, что иранская нефть, она существенным образом не ухудшит цены на нефть и не изменит диспозицию на нефтяном рынке. Но уже что-то подобное мы слышали в 2014 году. И как только Иран выскочил на рынок, сразу по нефти начался значительный коррекционный откат. Значит ли, что в ближайшее время иранский фактор будет ощутимо влиять на цены на нефть? Думаю, что нет. Но через какое-то время, возможно, это будет уже в этом году, в ноябре-октябре, мы, несомненно, можем увидеть, что иранский фактор вызвал сильное движение на рынке нефти. Так, друзья, ну вот еще такой момент. Зеленые технологии, они неустанно развиваются, и постепенно они, конечно, будут вытеснять ископаемые источники энергии, нефть в первую очередь и газ. Сейчас текущая ситуация в нефти, по сути, это так называемый отскок дохлой кошки. Когда что-то сильно упало, оно должно сильно отскочить. Да, движение по нефти в ближайшее время будет, скорее всего, позитивно, но если брать
среднесрочный, долгосрочный горизонт, то здесь, как ни крути, будет вытеснение. Будет вытеснение в пользу так называемых возобновляемых источников энергии. И все необходимые действия для этого уже произведены. Расписаны капитальные затраты на предстоящие десятилетия в Соединенных Штатах, в Европе. И уже как бы весь настрой, все планы, они связаны именно с зеленым вектором развития. На текущий момент Западная Европа стала крупнейшим инвестором в развитие аккумуляторных технологий. Как раз движение в Volkswagen, которое мы недавно наблюдали, оно во многом было с этим связано. А на текущий момент Западная Европа занимает 43% вот в этой общей цепочке, связанной с производством батарей. И при таких раскладах, с учетом того, что все остальные технологии, связанные с электромобилями, его механическое устройство, корпус, электродвигатели, они уже во многом доработаны и доведены до определенного более или менее совершенного состояния. Сейчас все развитие, оно употребляется в свойства аккумуляторных батарей. В Европе, скорее всего, будут делать ставку на развитие так называемых твердотельных литиевых аккумуляторов, может быть натриевых аккумуляторов. И, соответственно, эта новая технология, она позволит значительно увеличить энергоемкость, но пока она очень дорога. Вот это обстоятельство, оно в средней и долгосрочной перспективе будет оказывать негативное влияние на цены на нефть. То есть Европа, она увидела, что происходит, какой вектор развития мира, и решила его возглавить. Так, друзья, но теперь, что касается России. Смотрите, последние исследования, которые проводятся аналитическими центрами при правительстве РФ, показывают, что высока вероятность того, что в ближайшее время возникнет системный банковский кризис. Ну, если на самом деле вы читаете новости, а вы их, я уверен, читаете, тем более по экономике, и слушаете, вы обратили внимание, что в последнее время как-то подозрительно много лицензий у банков куда-то девается. Вот это как раз следствие того, что на пороге, скорее всего, системный банковский кризис в России. Ну и опережающие индикаторы, которые указывают на то, что происходит в экономике, они немножко застыли и не подтверждают, что дальнейшее восстановление грядет. То есть вроде как позитивная динамика наметилась, но она не в полном объеме реализована. И, соответственно, такая ситуация, она может привести к тому, что произойдет откат. Хотел обратить внимание, что вот эта вся ситуация с западными санкциями, давлением и так далее, она не является фундаментальной причиной, она является причиной-инициатором. Фундаментальная причина в состоянии российской экономики, и под этим внешним воздействием в ней все процессы, скорее всего, начнут протекать более энергично и быстрее. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Baltic Dry, недельный таймфрейм. Но здесь мы уже близки к тому, чтобы обозначить двойную вершину. Текущая ситуация по индикатору указывает на то, что такое значение, оно ведет к увеличению инфляции издержек. Это негативно для экономического роста, и откатываться в ближайшее время он не собирается. Если мы посмотрим более глубокий таймфрейм, месячный и период, начиная с 2006-2005 года, то на самом деле с точки зрения глобального такого вот анализа мы сейчас подошли к тем значениям, которые либо будут пробиты, и мы увидим волшебные ралли и взлет Baltic Dry со всеми не очень хорошими вытекающими уже последствиями, либо от этого значения сейчас будет отбой, и соответственно он пойдет залегать на дно. Первая цель движения будет 1500-1700, вот сюда, вот этот диапазон. Вот. Ну, в 2008 году был такой вот мощнейший выход, двойная вершина, потом обвал, и сейчас мы подошли к некоему логическому уровню, который, если будет пробит, у нас отсюда пойдет инициация движения. Первая цель будет 5000, и потом, соответственно, движение на вот этот перехай 11500. Ну, здесь, если такое движение произойдет, надо четко понимать, что это наложит очень серьезный отпечаток в стоимости всех товаров и услуг, поскольку большая часть грузов, они перевозятся именно по морю. Так, друзья, далее американские десятилетки, недельный таймфрейм. Ну, смотрите, здесь ситуация очень интересная, потому как
вот все это движение, оно пришло к тому, что здесь должен произойти разворот и откат. Цель движения отката, ну, вплоть до сначала 1.35 и потом в идеале сходить, ну, вообще до единицы. Вот. Ну, конечно, такого движения сейчас, я полагаю, не произойдет. Это связано с тем, что денежная масса в избытке находится. И даже если такое движение будет, скорее всего, его очень быстро выкупят. И они вернутся где-то вот сюда, вот либо в этот диапазон 1,35, либо пойдут тестировать и пробовать взять высоту 1,8. Но здесь надо понимать, что вот это все движение, которое происходило, рост доходности, оно связано с тем, что вообще облигации как инструмент, они постепенно начинают утрачивать свою актуальность. То есть для того, чтобы вложить деньги и даже их сохранить, и тем более заработать с учетом инфляционного роста, но облигации становятся тем инструментом, который он для этого совершенно не подходит. Потому что растут они медленно, доходность небольшую они дают. И пока вы держите деньги в облигациях, есть гораздо больше идей, даже не таких опасных для того, чтобы заработать деньги. Так, друзья, далее китайский фондовый индекс CSI 300. На прошлой неделе все кричали ужас, ужас, все, Китай посыпался, не посыпался. Пока, во всяком случае, не посыпался. Удержал он сильные уровни. И, соответственно, пока вот он в этом боковичке торгуется, ничего страшного с ним не будет. Если пойдет пробитие вот этих значений 4950-4850, вот этого диапазона, тогда да, Китай, скорее всего, будет складываться. Пока он находится здесь, чем дольше он здесь находится, тем больше вероятность движения на 5300. Да, Китай это вещь в себе, там очень большие кредитные проблемы, связанные с состоянием системы кредитования, но на текущий момент его пока в бездну никто не толкает. Так, далее S&P 500, ну здесь как бы картина говорит за себя, идет одна сплошная ракета, и когда эта ракета развернется и начнет падать, здесь говорить, наверное, пока преждевременно. Но я думаю, в мае мы в любом случае какой-то коррекционный откат получим. Вопрос только в степени его протекания, потому что если он пойдет достаточно глубоко и пробьет 4000-3900, в этом случае элементарно просто начнутся массовые распродажи, и мы можем увидеть по S&P обвал. Вот. Но здесь, я так полагаю, сейчас никто не заинтересован в том, чтобы был обвал, и его будут всеми возможными средствами, правдами, неправдами удерживать на текущих значениях выше 4100. Так, друзья, ну вот индекс доллара, он на этой неделе уже пытается отбиться от своего главного значения 91,5. Если переходить на часовик, то такой вид имеет вот это все движение, и поэтому на текущий момент есть два ключевых уровня, которые, если будут пробиты, то может развиться очень быстрое энергичное движение. Первый уровень это 91,5. Если он пробивается, то и там происходит закрепление, то пойдет укрепление евро и других валют против доллара, и очень сильное оно может произойти. Вот. И второй момент это уровень, который 91,8. Вот если его он пробьет и закрепится, дальше весьма вероятно будет очень быстрое движение на 92 и потом 92,3. Переходя на 4-часовой таймфрейм, здесь значит цикл движения, целью которого 91,8. Но сегодня с учетом того, что пока важной никакой макроэкономической информации не предполагается, я думаю, где-то в этом боковике 91,6, 91,75 и будет болтаться весь день. Так, далее VIX. По VIX закрылись ниже значения 16,5. Это говорит о том, что сейчас в начале недели, ну может быть даже в течение всей недели, здесь попытаются сделать задерг и движение на 15-13,5. Так, друзья, далее нефть Brent, недельный таймфрейм. Ну смотрите, то, что у нас было такое хорошее закрытие выше сильного уровня 66.25, это указывает на то, что высока вероятность на этой неделе движения, цель которого будет
потестировать и переписать вот это максимальное значение 71,5. Переходя на дневной таймфрейм, здесь у нас картина следующая. Была попытка разворота и коррекционного отката на 62,3, 62,4, но пока здесь нет пробития 65,9, все вот эти движения, это консолидация, все откаты будут выкупаться и, соответственно, будут его стремиться отвести сначала на 69,3, потом на 71,4, вот сюда вот. То есть критерий того, что пойдет негативная динамика и будет просадка, это пробой 65,9, 65,8. Ну и часовой таймфрейм. По часовому таймфрейму здесь все отлично. Произошел отбой от сильного уровня 66.25, и весьма вероятно мы на сегодня увидим движение по нефти, цель будет 67.11. Так, друзья, далее золото, недельный таймфрейм. Здесь все достаточно благоприятно развивается, но по сотес FTC спекулянты не делают ставку на то, что золото будет расти на этой неделе. Не совсем я с ними согласен, давайте посмотрим почему. Да, если рассматривать дневку, то здесь вполне возможен коррекционный откат, и соответственно здесь все события они будут развиваться в случае пробоя 1770-1766. Вот этот диапазон, если на этой неделе мы пробьем, то вполне вероятно отсюда последует коррекционный откат. Цель этого отката будет движение на 1731. Переходя на часовой таймфрейм, здесь на что следует обратить внимание. По сути, у нас сейчас весьма вероятно отсюда пойдет движение наверх. В том случае, если возникает пробой 1783-1785, вот этого диапазона, мы отсюда можем увидеть движение, цель которого будет потестить 1800-1810 диапазон. Вот. Но сегодня, наверное, такие страсти не будут развиваться. Сегодня у нас идея максимум движения на 1787, вот сюда вот. И данная идея не сработает, если будет коррекционный откат и пробитие 1773-1772,5. Вот этого диапазона. Вот, соответственно, даже если сейчас она не идет вверх, но этот диапазон удерживается, то сегодня в течение дня весьма вероятно будет задерка движения на 1787. Так, друзья, далее серебро, оно смотрится даже, наверное, несколько посильнее золота, и тем более игроки делают ставку на рост серебра на этой неделе. По недельному таймфрейму у нас на этой неделе цель движения находится на 27,5. Это движение не срабатывает, если идет откат и пробитие 24,6. Так, переходя на дневной таймфрейм с недельного, здесь на дневном таймфрейме наметился коррекционный откат, и в том случае, если 25,6 будет пробито, мы весьма вероятно отсюда получим движение, цель которого будет 25, и возможно тестировать 24,85, вот это значение. По дневкам здесь вырисовывается разворот, который произойдет в случае, если будет пробит 25,6. Так, ну и четырехчасовик, который самый айс для серебра. Ну смотрите, здесь у нас ситуация очень интересная. С одной стороны пошел коррекционный откат, и соответственно этот коррекционный откат ему бы сходить на 25,5. Но на текущий момент вот это значение, здесь у нас двойное донышко возникло. И поэтому, если не будет повторного пробоя 25,7, он здесь наберет топливо и пойдет. Отсюда цель движения будет находиться на 26,7. Вот. Если здесь все-таки возникает пробой, то на сегодня серебро, скорее всего, откатится и будет консолидироваться на 25,4. Пока, я думаю, здесь больше факторов на коррекционный отбой от двойного дна и движения наверх. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм ставлю сразу. Здесь был пока что ложный пробой. И на текущий момент, если у нас не будет повтора движения вниз с пробоем 1,1937, то у нас отсюда разовьется коррекционный отскок. Цель этого отскока 1,1995. Если сейчас пойдет добой вот этого диапазона, то тогда евро уходит, цель движения будет 1,1885 вот сюда, вот к этому диапазону.
Здесь пока ситуация до конца не ясная, потому что с одной стороны здесь достаточно активно шел набор позиций в этом диапазоне, который не завершился раздачей в полном объеме. С другой стороны, вот эти страшные округлые конструкции, они нередко приводят к тому, что развивается сильный коррекционный откат. Поэтому, если вот этого пробоя не будет, то у нас на сегодня цель движения евро-доллар 1,1995. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, недельный таймфрейм. Но смотрите, спекулянты делают ставку на то, что американские спекулянты на Чикаго, что, в общем-то, пока рубль достаточно крепок. Несмотря на все санкции, все эти нюансы, они не делают ставку на то, что рубль провалится. Но это может в любое время очень быстро измениться. Далее, исходя из недельного таймфрейма, у нас рубль-доллар развернулся, и цель движения находится на 73,5. Это USD Tomorrow, недельный таймфрейм. Да, геополитика, да, санкции, да, ужас. Но, с другой стороны, здесь особо ничего не попишешь, исходя из недельного таймфрейма. Давайте посмотрим, что можно извлечь на дневном и более коротких таймфреймах. Так, дневка, она уже не столь оптимистична, она не указывает на то, что произошел разворот, она указывает на то, что сейчас идет просто консолидация в расширенном диапазоне. Верхний уровень 77.35 и нижний уровень, соответственно, 75.3. Исходя из дневного таймфрейма, больше факторов на то, чтобы сегодня произошло движение, цель которого потестить и закрепиться выше 76,2. И переходя на часовик, по часовику у нас прямо здесь сформировано движение. Цель этого движения находится на 76,4. Но если сразу в результате открытия пойдет коррекционный откат с пробитием 75,6, то в этой ситуации рубль-доллар могут какое-то время свозить и поддержать на 75,3. Но по рублю-доллар, конечно, очень интересная картина, потому что по неделькам мы развернулись и должны идти вниз, то есть рубль должен укрепляться. Но дневной и более короткие таймфреймы, они указывают на движение в консолидации, на то, что будет отбой и рост доллара против рубля. Так, друзья, давайте дальше посмотрим акции Сбербанка. По Сбербанку дневной таймфрейм, здесь прям движение как по NASDAQ и по американскому хай-теку. Прыгает как лягушка. Так, исходя из 4-часового таймфрейма по Сберу, здесь картина очень-очень интересная, потому что вот сейчас с утра на открытии в 10 часов, если не происходит пробоя 289,3, 290,4 вот этого диапазона, то отсюда наиболее вероятно идет движение, цель которого 282. Если здесь возникает вот этот пробой, то тогда Сбербанк потянут сначала на 294, потом тестирует 296. Так, друзья, далее Газпром. Здесь ситуация, наверное, даже более интересная, потому что, судя по недельному таймфрейму, он готов к тому, чтобы на этой неделе сделать пробой 238 и наконец-то сходить на 256-255. Исходя из дневного таймфрейма, здесь у нас сейчас прямо будет либо пробой 238 и космос, либо если пробоя не возникает, здесь наиболее вероятно возникает отбой, и цель движения это консолидация в диапазоне 229-237. Пробой 228 приведет к откату и возврату на 221. Но здесь, я думаю, более вероятно сейчас либо движение на 229, либо пробой и уход наверх. Несмотря на всю там санкционную риторику и ужас, Газпром смотрится очень уверенно. Так, друзья, далее Норильский никель. Сегодня у него отчет за первый квартал по операционной деятельности, дневной таймфрейм. Очень сильные движения в металлах происходят. И поэтому на сегодня, если сейчас мы пробиваем 25 650, 25 700, то отсюда весьма вероятно будет движение наверх. Первая цель это 26 700 и потом 27. Если вот этот пробой сегодня не состоится, то мы отсюда отобьемся и пойдем консолидироваться на 24 850. Вот сюда вот. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.
Всего наилучшего.